Привет, друзья! Хочу поделиться своей любимой выпечкой из творога. Готовится такой пирог просто и не требует особых кулинарных навыков. А на выходе получается необыкновенно вкусный творожный пирог, который будут уплетать за обе щеки и просить добавки. Подготавливаю все продукты для нежного песочного теста. Муку немного подсаливаю. Всыпаю также сахар и мягкое сливочное масло. И просто вилкой делаю мелкую крошку. Перетерла муку с маслом. В сливки добавляю желток одного яйца. Слегка взбалтываю. Затем выливаю масляную крошку. Собираю слегка тесто, вымешивая руками. Затем кладу готовое тесто в пакет полиэтиленовый и придаю более плоскую форму. Убираю тесто в холодильник. Для начинки нужен сухой мягкий творог. Кладу творог на марлю, снизу подкладываю решетку, чтобы жидкость лишняя оттуда стекала. Заранее подготавливаю тесто песочное. Выкладываю прямоугольную форму с высокими бортами. Размер формы у меня 25 на 31. И прямо руками разравниваю тесто тонко по всему дну. Посмотрите, сколько сыворотки у меня выделилось с творогом. Затем обязательно я перетираю творог через мелкое сито. Процесс, конечно, нудный, но за это в итоге мы получим очень нежную творожную вкусняшку. Есть вариант пропустить творог через мясорубку дважды или пробить погружным блендером. Очень вкусно и ароматно получается, если добавить лимон, перекрученный прямо с кожурой. Я заранее перекрутила лимон с сахаром и держу всегда в холодильнике, и когда надо, добавляю выпечку. Очень удобно. В отдельную чашу кладу сливочное масло, размягченное. Яйца должны быть тоже комнатной температуры. Белки я отделяю от желтков. Желтки кладу в масло, а белки отдельно взбиваю щепоткой соли. Пышную пену добавляю примерно половины нормы сахара. Затем взбиваю до мягких пиков белки. Взбивать белки до устойчивых пиков нет необходимости. Должна получиться вот такая мягкая воздушная масса. Сразу же, не снимая венчик, взбиваю маслом с желтками. При этом подсыпая сахар полностью. Как только масло слегка посветлеет, выливаю сливки, тоже комнатной температуры, и взбиваю 2-3 минуты. В конце всыпаю ванильный сахар и муку. И на маленькой скорости перемешиваю. Получается воздушная масса, гладкая и блестящая, без комочков. Теперь все. Соединяю творог со взбитым масляным кремом. Перемешиваю тщательно. Для этого нужна большая удобная чашка. И как бисквитное тесто, в последнюю очередь кладу белки частями, то есть 2-3 приема. Мешаю лопаточкой снизу вверх, чтобы максимально сохранить воздушную текстуру. Получилась очень нежная, кремообразная творожная начинка. Вытаскиваю из холодильника форму с подготовленным песочным тестом. По бокам смазываю сливочным маслом. Выливаю творожную массу в форму и затем разравниваю крем равномерно. Пирог слегка поднимется при выпечке, но затем при остывании он примет первоначальную форму. Это должны учитывать. Выпекаю я пирог в среднем 1,5 часа на среднем огне. Как только слегка подрумянивается, вытаскиваю и даю полностью остыть. Посыпаю затем сахарной пудрой.
Легче нарезать на порционные куски, когда пирог полностью остынет. В холодном виде он еще вкуснее становится. Вот такой необыкновенно мягкий и нежный пирог получается. А какой он сочный и ароматный, не передать словами. Обещаю, если вы хоть раз попробуете, то будете в восторге. Но для этого, конечно, нужно его приготовить, потому что такую вкусняшку вы точно не купите. Готовьте, экспериментируйте на кухне. С вами была Наталья. Пока-пока.